В этом видео мы расскажем, откуда возникла библейская история сотворения мира и как ее трактовали в средние века, а также как научные открытия и развитие креационизма перевернули традиционные взгляды на книгу «Бытие». Библия начинается с повествования о сотворении мира Богом за 7 дней. Многие современные ученые считают, что этот рассказ взят с древних вавилонских мифов, особенно с эпоса Энума-Элиш. Защитники Библии указывают, что такие сходства могли быть вызваны конфликтом с вавилонскими верованиями, а не их слиянием. Различия в историях творения существенны. Книга «Бытие» учит монотеизму, тогда как Энума-Элиш учит политеизму. Она изображает людей как венец творения, в то время как вавилонская история рассматривает людей как рабский труд. В Библии описывается творение из ничего, а не считает материю вечной. Бытие описывает солнце, луну и звезды как простые творения, тогда как Энума-Элиш считает их богами. Она не дает описания космического конфликта, тогда как вавилонская история начинается с ужасной битвы богов. Иногда выдвигается гипотеза, что на библейскую историю творения могли повлиять также другие древние предания. Однако конкретных доказательств такого влияния нет. Библейский текст остается уникальным по своим богословским идеям, даже если использует знакомые древним народам образы. Повествование о сотворении мира в книге «Бытие» вдохновило целый жанр еврейской и христианской литературы, известный как гексаметральная литература или шестодневие. Филон Александрийский в начале нашей эры аллегорически толковал «Бытие», связывая его с платонической философией. Он отождествлял свет первого дня с ангелами, но утверждал вечность материи. Ориген перенял иудейскую традицию толкования Священного Писания с помощью 4 уровней. Он объяснял созданный первый день свет как обозначение ангелов, бездну как ад, верхние и нижние воды, добрые и злые ангелы, солнце и луна, Христос и его церковь и так далее. Не забудьте подписаться, пишите комментарии, ставьте лайки. Среди мирян и многих нехристиан существует общее впечатление, что церковь буквально интерпретировала библейское творение мира до последних 2 столетий, когда геология предложила концепции Старой Земли. Такое прочтение истории церкви является упрощенным, что становится ясно, если рассмотреть взгляды Августина, величайшего теолога церкви, изложенные в книге о буквальном значении бытия V века. Несмотря на такое название, его толкование абсолютно не похоже на современные буквальные толкования. Например, он приходит к выводу, что в книге «Бытия» термины «свет», «день» и «утро» имеют духовное, а не физическое значение. Однако для Августина духовный свет также буквален, как и физический свет, а создание духовного света – такое же историческое событие или факт, как и создание физического света. Августин неоднократно призывает к сдержанности и открытости новым толкованиям и новым знаниям, которые могут дать понимание библейского сотворения мира. Он вышел далеко за рамки любого поверхностного прочтения текста, заявив, что ни творение, ни последующее развертывание не произошли за 6 обычных дней. Они не имеют ничего общего со временем, а символизируют завершенность и совершенство. Августин даже не рассматривает смерть и тление животных как прямой результат грехопадения. В ответ на вопрос, почему животные едят друг друга, он утверждает, что это потому, что они так созданы. Если бы человек стал смертным из-за греха, то, конечно, до грехопадения ему не нужна была пища, поскольку его тело не могло испортиться из-за ее отсутствия. Страница 97. Его решение заключается в том, что Адам и Ева были созданы со смертными телами. Их смерть была результатом их греха, но Августин предполагает, что если бы они не согрешили, им бы были даны духовные тела, которыми мы будем наделены при воскресении. Августин не был признан за эти взгляды еретиком и признавался в тогда единой католической церкви. Примечательно и значимо, что он занимал позицию, которую сейчас, как правило, не воспринимают как традиционную. Мнение Августина было подробно проанализировано главным богословом церкви Фомой Аквинским в XII веке в его книге «Сумма теологии», том 2, вопрос 74. Он развивает его взгляды, а также излагает мнение Иоанна Златоуста и других, которые буквально поднимали творение мира, как фактической субстанции, как неба, так и земли. Другой важный теолог, Иоанн Скоттер Иугена, поддержал аллегорическое толкование, считая, что использованные в книге термины относятся к архетипам и изначальным причинам. Принятие того, что миру по Библии около 6000 лет, привело в Византии в 691 году к официальному установлению летоисчисления сотворения мира. Оно существовало в России до 1699 года. На Западе церковь приняла эру от рождения Христа. В иудейской традиции окончательно эра сотворения мира была установлена Маймонидом в 1178 году. В абсолютно буквальных прочтениях творения мира сомневались даже во время реформации, в частности Мартин Лютер. Кальвин говорил о необходимости для Бога приспособить свои писания к необразованной публике, особенно древним евреям, и, следовательно, об опасностях слишком буквального восприятия Библии в некритическом смысле. Появление научных открытий, касающихся создания мира, возобновило богословские дискуссии.
1788 году шотландский геолог Джеймс Хаттон представил свою теорию, согласно которой геологические процессы шли миллионы лет. Его идеи сразу не получили широкой известности, они распространились позже, после популяризации Чарльзом Лайелем в 1830-х годах. Это открытие было подтверждено в 1824 году, когда англиканский священник и геолог Уильям Бакленд описал первого динозавра – мегалозавра, а в 1856 в Германии был найден череп неандертальца. Против геологических открытий выступил англиканский священник Адам Седжвик. Проведя полевые исследования в шотландском Хайленде, он обнаружил геологические слои, которые невозможно объяснить иначе, чем то, что Земля гораздо древнее, чем считалось ранее. Седжвик стал защищать новые геологические открытия от нападок консервативных англиканских священников и газет, включая The Times. Таким образом, евангельские креационисты в целом приняли теорию Старой Земли. Адам Седжвик руководил молодым Чарльзом Дарвином в его раннем изучении геологии, но он был противником теории эволюции Дарвина. По его мнению, любая форма развития, отрицающая прямое творческое действие, отдавала материализмом и аморальностью. Сам Дарвин своей теорией не пытался опровергнуть существование Бога. Он не был атеистом в современном смысле, а называл себя агностиком, то есть человеком, который не знает, существует Бог или нет. Будущий глава церкви Англии Фредерик Темпл в 1860 году прочитал проповедь, приветствующую идеи эволюции, и позднее, в 1884 году, Темпл ясно заявил, что доктрина эволюции ни в коем случае не противоречит учению религии. Друг Дарвина Аса Грей защищал естественный отбор как совместимый с замыслом. Библейские дни творения из книги Бытия он объяснял не буквально, а как длительные периоды. Он считал, что Адам и Ева были реальными людьми, но могли быть созданы позже эволюционных процессов. Теорию эволюции поддержал основатель генетики, католический монах Грегор Мендель. По его мнению, вера и наука могут быть объединены, а его работы способствовали пониманию механизмов эволюции. Но эти научные открытия, касающиеся происхождения мира, требуют сложных методов исследования, которые не могут быть проверены каждым человеком напрямую. Это приводит к тому, что большинство людей принимают их на веру, доверяя научному сообществу. И если ученый принадлежит к другой церкви, его открытия могут не быть приняты. Особенно это актуально для протестантизма, где существует сложная церковная разобщенность и мало средств к научным исследованиям. Многие восприняли любое небуквальное толкование смысла Библии как отхождение от принципа sola scriptura и опасное сближение с католицизмом. Для небольших протестантских групп было важно учитывать духовные и моральные последствия научных открытий, включая дарвинизм. Поэтому они не спешили его принимать, наблюдая за реакцией других христианских групп. Теорию Дарвина критиковали за то, что она не является научной теорией, потому что построена на наблюдениях и фактах, а не эксперименте, как должно быть. Это больше идея, под которую стали подбирать факты. Церковь адвентистов буквально воспринимала шестидневное творение и верила, что их лидер Елен Уайт получила божественное послание, дополняющее и подтверждающее Библию. Ее видение потопа и его последствий, опубликованные в 1864 году, описывали катастрофический потоп, который изменил всю поверхность Земли. Несмотря на открытие в 1905 году радиоизотопного датирования, подтвердившего возраст Земли около 4,5 миллиардов лет, адвентисты возродили геологию потопа как всеобъемлющую концепцию своей оппозиции эволюции, но тогда большинство протестантов придерживались теории Старой Земли. Когда в 1925 году произошел знаменитый обезьяний процесс, главный обвинитель Дженнингс Брайан признавал, что мир был намного старше 6000 лет и что дни творения, вероятно, были длиннее 24 часов каждый. Католическая церковь, в общем, долго сохраняла молчание по поводу новых открытий. Священник Жорж Леметр, будучи астрономом и профессором физики в католическом университете, в 1927 году стал первым, кто предложил теорию расширения Вселенной, часто ошибочно приписываемую Эдвину Хабблу, а иезуит Теяр де Шарден участвовал в открытии синантропа. Он сделал главный вклад в развитие теории теистического эволюционизма. Это учение рассматривает эволюцию как инструмент Бога, а не случайный процесс. Католическая церковь критиковала и ограничивала деятельность Теяра де Шардена, но не только из-за его поддержки теории эволюции. После Второй мировой войны в связи с укреплением коммунизма и атеизма в Европе, католическая церковь стремилась прояснить свою позицию по вопросу эволюции. В 1950 году Папа Пий XII выпустил энциклику, подтверждающую, что нет внутреннего конфликта между теорией эволюции и учением Римо-католической церкви. Научные открытия сотворения мира были приняты в той или иной форме в большинстве других религий, особенно в иудаизме и исламе. В 1950-х годах в американском протестантизме возникло движение неоевангелизма, которое стремилось дистанцироваться от крайностей фундаментализма, включая жесткие антиэволюционные взгляды. Оно признавало первостепенное значение вопросов морали
духовности и миссионерской деятельности, а не буквальное толкование Библии. Неоевангелизм охватил большую часть протестантизма в США. После запуска Советским Союзом «Спутник-1» 1957 года стало ясно, что американская молодежь уступает научной подготовке. Был принят национальный закон об образовании в сфере обороны, который активно финансировал научное образование, включая биологию. В школы вернулись тексты по эволюции. Но сторонники теории о молодой Земле Джон Уиткоп и инженер-гидравлик Генри Моррис написали книгу «Библейский потоп», которая возродила креационизм. В ней они утверждали, что каждая часть библейской истории сотворения полностью подтверждается лучшими достижениями современной науки, в том числе создание мира буквально за 6 дней и мощный всемирный потоп, который стер большинство организмов с лица Земли или скорее сбросил их трупы в грязь, когда вода отступила. Выжившие на ковчеге животные рассеялись и разделились на виды гораздо быстрее, чем допускают большинство традиционных эволюционистов. Морриса называют отцом креационизма, противовес основному научному сообществу. Он плетал ссылки на Маркса таким образом, что это объясняло, насколько опасно сочетание коммунизма и дарвинизма. Пересказывая, как эволюционные идеи захватили человечество, Моррис писал о 19 веке в терминах заговора. В 1979 году креационизм окончательно утвердился в крупнейшей протестантской церкви Америки Южной Баптистской конвенции. Их лидеры стали изгонять либеральных богословов из семинарий и менять программы обучения. Креационисты попытались ввести обязательность изучения своей теории в школах отдельных штатов, но были остановлены после решения Верховного суда 1987 года по делу Эдвардс против Агиларда, запретившего преподавание креационистской науки в государственных школах. Поэтому с конца 20 века многие креационисты изменили название своей теории на «Разумный замысел» и другие. Молодоземельные креационисты создали несколько музеев, посвященных библейскому взгляду на сотворение мира и критикующим эволюцию. Музей креационизма в Кентукки демонстрирует диорамы с динозаврами, изображенными вместе с людьми, и экспонаты, посвященные Великому потопу и Ноеву ковчегу. Но в общем, большинство христиан сейчас допускают возможность теории эволюции и концепцию Старой Земли. Вы можете поддержать канал, сделав пожертвования. Ссылки на мои страницы на Patreon, Privat24 и PayPal вы найдете в описании под видео. Ваша поддержка очень важна.